Я родилась обычным человеком. Так мне казалось в детстве. Но затем что-то пошло не так. Ведьма! Проваливай, иначе застрелю к чертовой матери. Я не хотела причинить вам вреда. Вот дерьмо. Один раз меня уже ранили, и мне не хотелось допустить такого вновь. Но жизнь странная штука. Творишь зло, тебя пытаются убить. Творишь добро, тебя тоже пытаются убить. Кажется, я совсем потерялась в этом мире. Ай. А ты милашка. Наконец-то ты пришла в сознание. Уж думала, придется прощаться. Это вы притащили меня сюда? И забинтовали? Да, у меня есть опыт. Спасибо. Наверное, ты голодна. Пойдем, я отведу в дом. Присаживайся за стол, я сейчас накрою. Эй, самое время ужинать.
Не нужно скромничать, дорогая. Как тебя звать? Вивьен. Какое необычное имя. А я Аврора. Приятно познакомиться. Взаимно. Вы живете одна? Да. И я не была замужем. И детей у меня не было. Всю жизнь. Всю свою жизнь провела в одиночестве. И как вы справлялись с этим? Вполне неплохо. В том, что ты одинок, есть свои плюсы. И какие же? Ты сам по себе и от того свободен. Ни от кого не нужно зависеть. Такая свобода позволила мне увидеть мир, его необъятную красоту. По правде говоря, я не совсем одинока. Наверное, вы уже успели познакомиться с Дарси? Да. Она довольно милая. Кого там еще принесло? Добрый день, мисс Феррис. Здравствуйте, шериф Олдридж. Чем могу помочь? Спешу предупредить вас. В округе затесались грабители. 3 мужчины, предположительно братья. За последнюю неделю успели обчистить несколько домов. Какой ужас. Именно. Новости не из приятных. Так что будьте бдительны. Небольшой отряд добровольцев совершает рейд раз в несколько часов, чтобы попытаться поймать их. Но сами знаете, никто не застрахован от этих негодяев. Спасибо, шериф. Мы будем осторожны. Хорошо, берегите себя. До свидания. Каких только опасностей не преподносит жизнь. Спасибо, Аврора. Было очень вкусно. Как только все здесь приберу, покажу твою комнату. Отлично. Идем. Не советую опираться на эти перила. От старости еле держатся. Теперь это твоя комната, Вивьен. Спасибо. Насколько долго можно тут жить? Сколько потребуется? Тебе нужно набраться сил после того, что случилось. Надеюсь, ты расскажешь, в чем дело. Да, я расскажу. Но позже. Располагайся.
Доброе утро, Аврора. Доброе. Хорошо спалось? Вполне. Сегодня 4-й четверг ноября, День Благодарения. Поможешь мне украсить дом? Конечно, я помогу. Хочешь попробовать? Похоже, ты ей нравишься. Наверное, самое время ей все рассказать. Сейчас местные Аврора, власти я хочу вам Кристал Гроув рассказать. подсчитывают возможные расходы на восстановление города после ужасных событий, произошедших несколько недель назад. Общественность до сих пор тревожит тот факт, что полиция умалчивает как о всевозможных жертвах, так и о подлинных обстоятельствах произошедшего в клинике Колдхэнд. Боже Также мой, весьма загадочно, только сам что дьявол способен на такой ужас. Только он он был в силах навести этот хаос. Проваливай нахуй, студент. Что ты наделала? Что ты хотела мне сказать? Я не такая. Я не дьявол. Я стану лучше. Я стану лучше. Я не такая. Вивьен, я собираюсь украсить дом ко Дню Благодарения, и мне понадобится твоя помощь. Вивьен, ты меня слышишь? Да. Я скоро спущусь. Буду в чулане. Нужно найти украшение. Нет, смотрится паршиво. Все никак не можете подобрать картину? Именно. Их так много, но ни одна не подходит. А что висело в прошлом году? Честно говоря, не могу вспомнить. Вот же она. Думаю, ее и стоит повесить. Видимо, да. Остальное груда хлама, который никогда не пригодится.
Что это? Что это было? И я... Как ты это сделала? Аврора, я могу все объяснить. Я хотела все объяснить. Не подходи ко мне. Я не причиню вреда. Стой на месте и не подходи. Что? Что за дьявольские проделки? Аврора, я... Ты ведьма. Ты дитя демонов. Да что вы несете? Ну, конечно. Тот кровавый ужас больницы. Твоих рук дело, да? Позвольте мне все объяснить. Я не хотела так поступать. А те люди не хотели умирать. Но они погибли. Из-за тебя. Я не хотела этого. Правда. Мною владела злоба на весь мир, и предательство близких убило во мне нечто хорошее. Тогда я не думала, что творю, но я хочу исправиться. Хочу стать лучше. И вы мне можете помочь в этом. Аврора, прошу вас, дайте мне шанс стать другой. Намного лучше, чем тогда и чем сейчас. Вы моя последняя надежда. Пожалуйста. У меня нет причин тебе верить, но на этот раз сделаю исключение. Я не желаю вершить судьбы людей, какими бы они ни были. На одну ночь в этом доме ты можешь остаться. А завтра мы попрощаемся. Иначе я буду вынуждена сообщить о тебе шерифу. Спасибо. Говорят, что самое большое предательство поджидает тебя всегда. Ты назвал меня слабой? Нет воспоминаний, это мне равно, верно? Хватит зацикливаться на прошлом. Что за черт?
Заткнись, сука! Не сопротивляйся, тогда не сдохнешь. Марвин, проверь второй этаж. Тут никого, но дверь в спальню открыта. Значит, кто-то успел сбежать. Или просто прячется. Что делаем дальше? Я отведу ее в амбар и привяжу, чтоб не сбежала. Ты останься здесь. Поищи что-нибудь ценное. Понятно. Что мне делать? У меня недостаточно сил, чтобы противостоять ему. Нужно найти то, чем можно обороняться. Совсем ничего. Может, все получится. Черт. Пора рисковать. Черт, сбежала.
Думаю, сойдет. Стерва. Я доберусь до тебя. Куда-то торопишься? Отцепись от меня! Теперь ты безоружна. Ты начинаешь меня утомлять, девчонка. Сладких снов, ублюдок! Марвин, Норман, что у вас тут? Еще один? Так вас трое. Мать твою! Марвин, что с тобой? Кто это сделал? Девчонка. Она здесь. Неужели очнулась? Значит так. Норм, ты остаешься с ними. Не дай им себя обмануть. Особенно ей. Ты нашел что-то ценное. Да, спальня на 2-м этаже. Отлично. Мы уходим. А за ними глаз да глаз. Норман, ты меня понял? Аврора, как вы? Дарси, эти чудовища убили ее. Аврора, послушайте. Сейчас это прозвучит бессердечно и цинично, но ваша жизнь намного важнее.
Ладно, вы не обязаны мне верить, но я примерно могу понять, что вы сейчас испытываете. Чувствуете едва переносимую боль. Рано или поздно она перерастет в злобу, а затем в сожаление. Я знаю, что это такое. Мне пришлось пройти этот этап жизни. Ты права. Я не обязана тебе верить. Совсем недавно твоими руками были прерваны десятки людских судеб. А сейчас из твоих уст звучат слова понимания человеческой боли из-за потери чего-то поистине бесценного. Как же лицемерно это смотрится. Кто виноват в том, кем или чем я стала? Сущностью, несущей смерть и хаос? Я запуталась. Может, стоит искать ответ в прошлом? На все должны быть причины. Не уверена. Никто не захотел понимать, что я была такой с самого рождения. Меня боялись, считали странной и нездоровой, а я всего лишь могла передвигать предметы, не прикасаясь к ним. Это не хорошо и не плохо. Это просто часть меня. Как и цвет глаз, волос, кожи. Мне тоже было страшно. Дважды. Когда обнаружила в себе силы, и когда их увидел отец. С этого момента все пошло не так. Он поступил как трус и не стал ничего выяснять. И даже не попытался поговорить со мной и обсудить увиденное. В его глазах я стала проблемой. Ненормальной и больной дочерью. Ну, конечно, куда проще отстраниться от неизведанного и непонятного, а по итогу выставить абсолютным злом. Мама была беспомощна. Совладать с отцом – непосильное дело для нее. А Фред? А что Фред? Он просто родился. Кажется, я поняла. Все внимание родителей было переключено на него не потому, что он младший член семьи. В брате они видели своего настоящего ребенка, лишенного грязи и порочности. Так я и стала изгоем в собственной семье. Кое-кто все же хотел меня спасти и защитить, и на какое-то время ему это удалось. Причем помочь не только мне, но и всем тем, кто так же, как и я, пострадал от действий своей семьи. Тебя забрали в детский приют? Вроде того. Став более взрослой и самостоятельной, я приняла решение оберегать детей, попавших в похожую историю. Мои сверхспособности не раз спасали чьи-то жизни, и не раз из-за них чьи-то жизни угасали. Это бесспорный факт. Не горжусь этим. Я всего-навсего такая, какая есть. Оставались надежды найти поддержку в брате спустя много лет. Мне так хотелось верить, что он поймет меня, когда мы встретимся, и мне удастся все рассказать. Но нет. Чуда не произошло. В ту судьбоносную ночь в нем будто бы пробудился дух отца. Моя вера в семью и в людей развеялась окончательно. Вообще, Фред винил себя, но лишь для того, чтобы меня остановить. Однако, в отличие от отца, он хотя бы пытался поговорить со мной. И вся эта ситуация могла бы закончиться куда приятнее. Но меня поджидало очередное предательство.
Теперь я вообще не представляю, кому могу верить. Не так давно ты спросила меня, в чем плюсы одиночества. Мне кажется, этим рассказом ты ответила на свой вопрос. Не так ли? Да, пожалуй, так и есть. Но мой рассказ не показатель, не приговор всю жизнь оставаться одному. Не попробуешь, не узнаешь. Всегда сложно впускать кого-то в свою жизнь, это правда. Но дать шанс себе, дать шанс этому человеку все же стоит. Подумайте о моих словах, Аврора. Хорошо, Вивьен. Я подумаю. Отлично. А теперь нам нужно придумать, как выбраться отсюда. С помощью рук нам не освободиться. Может, твои силы помогут? Вряд ли, я еще слаба. Но попробую. Черт. Нет, нужен другой способ. А что, если поговорить с тем парнем? Он кажется наименее пугающим. Ну, не знаю. Норман вполне мог выстрелить в меня. Благо, выстрел оказался холостым. Нам больше ничего не остается. Ладно. Эй! Эй, Норман! Ты ведь здесь, как и мы, не по своей воле, верно? Наверное, твои братья не доверяют тебе, раз заставили наблюдать за нами. Почему ты молчишь, Норман? Может, стоит сменить тактику? Возможно. Норман, ты не похож на своих братьев Гарри и Марвина. Почему в гостиной ты не выстрелил в меня по-настоящему? Ведь был подходящий момент. Все куда сложнее. Хорошо, буду спрашивать по-другому. Ты хотел... Ты правда желал в меня выстрелить? Тебе нравится то, чем вы занимаетесь? Ладно, я поняла. Тогда зачем ты подчиняешься и участвуешь в том, что тебе противно? Все это можно прекратить и разойтись более-менее мирно. По крайней мере для тебя. Ты хочешь этого? Отлично. Чтобы все прекратилось, тебе нужно освободить нас. Давай же, все от тебя зависит. Спасибо. Что? Зачем он мне? Вызвать полицию? Звоню шерифу. Приемная шерифа Джеймса Олриджа. Что у вас случилось? В мой дом проникли грабители. Их двое.
Два мужчины зрелого возраста. Пожалуйста, назовите ваш адрес. Где вы сейчас находитесь? Discovery Line 76. Поторопитесь, они могут ускользнуть. В данный момент с вами все хорошо? Да, мне удалось от них скрыться. Ожидайте, полицейская машина скоро прибудет. Что делать дальше? Нам нужно бежать. И тебе в том числе, Норман. Тебя не должны поймать. Выходить из амбара на открытую местность не лучшая идея. Сидеть здесь и ждать возвращения тех ублюдков ничем не лучше. Если не воспользоваться их отсутствием, все наши действия потеряют смысл. Ладно, уходим как можно тише. Дальше ты сам за себя. Помни, не люди решают, кем тебе быть, а ты сам. Я и не думала, что людьми так просто манипулировать. Нам повезло. Норман оказался потерянным и наивным. Я была на его месте. Ты ничего не заметил? Что именно? Какое-то движение. Думаешь, этот малолетний придурок их упустил? Не исключено. Но мы так или иначе поймаем этих стерв, да? Само собой. Не рыпайся. От нас не сбежишь. Норман, где, черт дери, тебя носит? Какого хера эти сучки свободно разгуливают по улице? Только попробуй сдвинуться с места. Тут же пристрелю. Норман. Твои игры в доброго самаритянина уже у меня в печенке. Это была последняя капля. Радуйся. Из-за твоей доброты эти шавки опробуют на себе несколько грамм свинца. На колени, живо! Глупые женщины. Все вам не имется. Всюду суете свой нос, куда не просят. Это, как видите, до добра не доводит. Все могло сложиться по-другому, не правда? Мы бы спокойно в своем темпе обчистили ваш домишко и умчались в закат с награбленной добычей. Прекрасно же звучит. Честно говоря, в этот план не входили убийства. Но вы сами виноваты. Своим видом и поведением спровоцировали нас. С другой стороны, новый опыт, да? Вот ты, Марвин, хоть раз убивал человека? Нет. А про тебя и спрашивать не хочу, сопляк. Ну вот и все. Ваша песенка спета. Не хотите ли что-нибудь сказать на прощание? Вы обязательно заплатите за свои действия, блюдки. И за смерть Дарси. Обязательно, дорогуша. А ты? Хочешь что-нибудь сказать? Гореть тебе в аду, Гарри.
И тебе, Марвин. Ладно, хватит лирики. Норман, ты ведь хочешь как-нибудь отмыться от провала? Сейчас самый подходящий момент. Бери пушку. С кого ты хочешь начать? Выбирай любую. Норман, помни, ты не один из них. Закрой пасть. Тебе придется сделать выбор, иначе несколько грамм свинца окажутся и в твоей башке. Нет, не надо. Не нужно этого делать. Норман, остановись. Хватит медлить. Вивьен, ты в порядке? Жить буду. Говорит шериф Олридж. Около дома по адресу Discovery Line 76 трое подозреваемых. Пришлите сюда транспорт и медиков. У вас все хорошо? Да, шериф. Медработник нас осмотрел. Ничего серьезного. Славно. Все, что грабители успели забрать, мои ребята оставили на кухне. И как же вы с ними расправились? Нам не раз приходилось за себя постоять. Хорошо. Спасибо за помощь в поимке. Всего вам наилучшего.
С тех событий прошло несколько дней, а затем и несколько недель. Моя жизнь и жизнь Авроры снова стала наполняться обыденностью. Тот путь был пройден не зря. Произошедшее позволило мне разобраться в себе и в прошлом, узнать, что существует другая Вивьен, добродушная и готовая идти на самопожертвование. Аврора поверила в меня. Ее вера придала силы мотивации быть лучше. Стало ясно, что прошлое в любом случае никого не отпустит. Замыкаться на нем все равно, что давать ему возможность держать себя в заложниках. Вся эта история кое-что изменила и для мисс Феррис. Она не только поверила в совершенно чужого человека, но и попыталась им проникнуться. Не боялась подпустить ближе к себе, вероятно, зная, чем такой поступок может закончиться. Так уж сложилось, что моя семья далеко не идеальная. Ошибки и страх родителей порой порождают монстров. Нужно уметь с ними справляться и бороться. И больше не допускать такого в будущем. Искать примирение, компромисс, да и просто разговаривать с теми, кто действительно хочет тебе помочь, но по каким-то причинам не может этого сделать. Иначе круг не разорвать, и монстры породят еще больших монстров. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Кто это? Привет, Фред. Это я, Вивьен. Ви. Как дела? Как ты? Вроде неплохо. Я хочу сказать, мне жаль, что тебе, твоим друзьям и много кому еще досталось от меня. Я повела себя чертовски ужасно и бесчеловечно. Знаю, словами никого не вернуть, но иногда они способны излечить. Пока что я не готов тебя простить. Нужно больше времени. Тем не менее, мне приятно слышать твой голос. Хорошо, не будем спешить. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Я задалась вопросом происхождения своих сил. То, что они врожденные, факт. Но мне нужно больше фактов. Давным-давно Рейнкар подарил мне одну книгу. На вид обычная детская сказка. Тогда он мне сказал, что, прочтя ее, со временем смогу понять, почему я такая особенная. Осталось найти эту книгу.